Skoye 99 – немалоизвестный РК челлендж-слеер, который до 2022 года включительно выкладывал прогрессы на различных челленджах. Среди них преобладают куб-челленджи, которые принято называть 8 Jog или же 8 Jumps of Hell. По сути, все подобные уровни являются ремейками на один из партов Silent Clubstep, который начинается на 71% и заканчивается на 76%. Многие знают Skoye, так как он якобы верифицировал The Third Variant. Челлендж, основную сложность в котором представляют первые 18 прыжков, которые являются 360 FPS фреймперфектами. Воистину невероятное достижение пройти настолько трудный челлендж. Ведь для прохождения всего лишь одного такого фреймперфекта нужно прожать тайминг в пределах 2,7 миллисекунды. Звучит очень страшно, верно? Но, как оказалось впоследствии, Skoye хакнул этот челлендж, используя не 360 FPS при прохождении, а 60 FPS, тем самым упростив себе прохождение в несколько десятков раз. К великому моему счастью, этот ролик не будет посвящен читерству нашего дорогого 3К-ютубера, тут все гораздо интереснее и сложнее. В декабре 2022 года Skoye создает свой собственный магазин мегахаков, где он продавал и даже до сих пор продает мегахаки не за $5, как на официальном сайте Абсолюта, а за $3. То есть покупатель, пользуясь магазинчиком Skoye, будет экономить $2 с каждой покупки мегахака. Звучит довольно неплохо. Вы спросите, ну и в чем же проблема этой системы? Skoye, наверное, находит людей, которые, например, ливнули из ГД и которым больше не нужен мегахак, и продает эти самые мегахаки. Тем самым выступает посредником между реальным владельцем и покупателем, получая процент с каждой покупки. Но нет, все гораздо хуже и чернее. Давайте начнем издалека. Что такое кардинг? У большинства из вас есть банковские карты, вы их используете для оплаты вообще всего. Сходить в ресторан, в магазин, да даже купить шаурмы в ларьке, все это делается с помощью вашей банковской карты. Представьте, что у вас есть близкий человек, который не очень хорошо разбирается в компьютерной безопасности, то есть не видит угрозы в рандомных файлах из интернета или вообще с торрента. Он скачивает экзешник и запускает его. Вроде все работает по-обычному, но злоумышленник по другую сторону экрана встроил туда стиллер, программу, которая может считывать все данные с вашего браузера и, например, файлы рабочего стола. Соответственно, после запуска все сохраненные банковские карты, логины, пароли передаются третьему лицу, о котором вы абсолютно ничего не знаете. Использование такого рода ворованных карт и является кардингом. Это вид мошенничества, при котором злоумышленник находит банковские карты и использует их без оповещения владельца самой карты. Вы скажете, ну имеются такие люди, да, они мрази, ведь используют деньги обычного народа, которые им достались кровью и потом. Skoye-то тут при чем? Весь магазин Skoye по сути завязан на таком виде мошенничества. Skoye находит украденные карты из телеграм-каналов, слитых данных и прочего говна и использует их на официальном сайте Абсолюта для покупки аккаунтов, а после этого их продает. Skoye, что самое смешное, выпустил ролик, где на черном фоне 15 минут оправдывается, говоря просто дикие вещи. Он буквально сказал, что сами люди виноваты, что они не заблокировали карты, которые слили. Братан, а ты не допускаешь такого варианта, что человек мог просто об этом не знать? Но вот он взял, запустил стиллер, и карта просто утекла в открытый доступ. Ты не допускаешь, что этим самым человеком могут оказаться твои родители, твоя девушка, если она вообще есть, или еще кто-то, кто тебе дорог. Ты жалкая мразь и ничтожество, ты не заслуживаешь ничего, кроме публичного изливания всех твоих обсеров на твою персону. Ты доигрался с реальной жизнью, братан. Скажи спасибо, что со всеми имеющимися пруфами, в том числе с личным признанием от тебя, я до сих пор не сходил в прокуратуру. А ведь давно уже пора это сделать, не считаешь? И на всякий случай говорю, уважаемый Skoye, можешь не удалять ролик на своем канале, я его уже скачал, ты не отмажешься от своего позора. Самое смешное, когда вы входите на Discord сервер этого магазина, от вас требуется ознакомиться с публичным договором магазина, в котором присутствует очень интересная деталь. Первое. Участник ознакомлен с фактом того, что на канале товар, где находится список товаров, возможно к приобретению, написан уровень незаконности каждому товару. В списке товара находится и легальный товар, который участник имеет право приобрести без нарушений законов. Второе. Участник согласен, что при покупке... Господи, это так плохо написано, что при покупке незаконного товара совершает правонарушение, преступление ПСЖ и осознает риски. Честно, я даже сначала не поверил в это говно и начал ржать просто как идиот. Что это вообще за говно? Вы понимаете, каждого, кто в этом магазине что-либо покупал, каждого, кто каким-то образом получил доступ к товарам этого магазина, можно привлечь к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве. Это просто смешно. Все, кто что-либо там купил, вы официально преступники. Вы либо реально не посмотрели необходимый к прочтению договор и тем самым сами себя подставили, либо прочитали, но вас это ничуть не смутило. На всякий случай для этих индивидов напомню, незнание
Знание законов не освобождает вас от ответственности в случае их нарушения. Вы по факту преступники, вы по закону преступники. Бля, еще один смешок я поймал с правил, которые идут до договора. Тут пишется, что нельзя отправлять мошеннические материалы. Сука, в Discord-сервере, который полностью повязан на мошенничестве, нельзя отправлять ничего мошеннического. То есть правила этого сервера нарушают сами же продавцы этого говна. Разве не смехотворно? Ладно, идем далее. В самом канале товары каждое сообщение состоит из краткой характеристики товара. Нас интересует именно первый пункт. Данный товар приобретен нелегальным путем. То есть каждый человек, даже если он каким-то образом не прочитал договор, в курсе, что товары приобретены нелегально. И их ничего, сука, не смущает. Вот положительные отзывы, оставленные от покупателей. Им вообще насрать. Вы готовы мать родную продать ради мегахака. Вы готовы пойти на все ради мегахака. Вы просто позорники. Хорошо хоть, что с недавними изменениями в защите оплаты на сайте Абсолюта эта контора временно прикрывается. К сожалению, только временно, ведь они найдут новый способ и будут дальше зарабатывать себе черные деньги. Но об этом я расскажу чуть позже. Перед публичным освещением лжи Скоя в своем недавно выпущенном ролике хочу на всякий случай уточнить. Некоторые комментаторы 100% будут мне предъявлять за то, что я дружу с Ивавом. А ведь он тоже отдавал мегахаки. Как раз таки ключевое слово «отдавал». Во-первых, Ивав не знал о том, как эти мегахаки доставались Васе, который и давал их Иваву, чтобы тот их продавал и зарабатывал себе на самое необходимое. Во-вторых, Ивав после того, как узнал о способе их получения, перестал их продавать, и чтобы на мегахаках, которые получены черным путем, не зарабатывал бабки Вася, он просто взял и раздал их. Насчет слов Скоя об этом в своем ролике. Скоя просто зачитал некоторые посты из публичного телеграм-канала, который по сути является одним огромным рофлом. Разумеется, Ивав не будет делать ничего из того абсурда. Сука, это просто очевидная истина. Ты не только показываешь свою гниль, ты еще и показываешь свое слабоумие. Я думаю, объяснять то, что Ивав в данной ситуации поступил правильно, не нужно. Ваш тезис полностью аннулирован. Идем дальше. Знаете, учитывая репутацию нашего персонажа, ложь и Скоя уже давно стали синонимами. И да, в данном конфликте Скоя тоже наврал, на что у меня есть неопровержимые пруфы. Снова обратимся к его публичному позору, а именно к его последнему видео, где он публично признается в кардинге. Там Скоя говорит, что Абсолют вообще-то и не против, что Ubisoft получает таким вот нехорошим образом. Разумеется, Скоя не предоставил никаких пруфов или иных подтверждений слов Абсолюта и обосрался. Недавно произошли события вокруг ряка мегахака, вследствие них с нами лично связался сам Абсолют. Зайдя ко мне в Discord сервер, мы обо всем переговорили, и Абсолют дал неопровержимые пруфы. Абсолют сразу же резко выступил против мошенничества на своем сайте, о чем и написал в личной переписке с нашим неуважаемым другом. Абсолют, что ты имеешь в виду под найденными картами? Скоя, нахождение рабочих карт с балансом и с возможностью оплачивать что-либо без дополнительных проверок. Чтобы найти карту, мы используем приватный фишинг или скам, или покупаем карты, или находим рабочие карты в Телеграме, на специальных сайтах, в публичных базах данных и так далее. Абсолют, я не допущу платежи на своем сайте с помощью мошеннических карт. Если ты хочешь перепродавать мегахаки, делай покупки законными или вообще ничего не покупай. Дополнительные проверки или же 3DS сейчас активирован. Иди нахер. Также тут есть еще два скриншота, на которых Скоя пытается оправдаться просто как маленький ребенок. Вы можете сами их зачитать. Как вы можете видеть, Абсолют в этой ситуации повел себя максимально добросовестно и как человек, которому не насрать на нормы морали в обществе. Сразу же включил защиту против такого рода покупок. Вы, наверное, спросите, а почему же он изначально этого не сделал? Все просто, оплату с 3DS намного труднее подключить, нежели обычную, без всяких проверок и прочего говна. Абсолют рассчитывал на то, что в мире не осталось таких ублюдков, которые так открыто будут заниматься таким говном, но нет, все же остались. Итак, пора бы уже подвести общий итог из всей этой ситуации. Скоя, это пиздобол, преступник, лжец и мошенник, никакого морального права поступать так в этой ситуации ты не имел и не будешь иметь никогда. Ты ни за что не оправдаешься за свои действия. Если же ты, мой дорогой недруг, постараешься каким-то образом оправдаться или еще как-то попытаться доказать обратное, то тебе поверят только идиоты, такие непровержимые пруфы ты не сможешь игнорировать. Ты де юре преступник, ты де-факто преступник, ты не имеешь права на существование в этом мире, стыд и позор тебе, еблан.